Всем привет-привет, всем прекрасной пятницы. Сегодня мы с вами сделаем расклад на тему «Без чего вы не представляете свою жизнь». Как я говорила в своем телеграм-канале, в рубрике «Полет мыслей», эта рубрика направлена на то, чтобы рассказывать, почему я выбираю те или иные темы, что я хочу донести, на что хочу обратить внимание. То есть, в принципе, все то, что я говорила в болталках перед началом раскладов, я вынесла в рубрику «Полет мысли» в телеграм-канале. Во-первых, кто не любит слушать болталки, прекрасно. Я их не утруждаю этим. А те, кто любит, могут в отдельной рубрике в телеграм-канале все прослушать и понять, где я подробно описываю. Итак, сегодняшнюю тему, как я уже говорила в телеграм-канале, без чего вы не представляете свою жизнь, имеет задачу подсветить вам, показать, где и в чем, возможно, у вас есть какие-то привязанности. И что-то с ними сделать. Мы это, конечно, не будем рассматривать, но этот расклад подразумевает именно эти аспекты. Так, позиции вы видите перед собой. Напоминаю, что под любым моим раскладом и под этим тоже по ссылке «Мои услуги», перейдя, вы можете прочитать про все мои услуги, про обучение, курс древа жизни, Таро, обучение Таро в записи, также про мои консультации, все консультации в аудиоформате, в записи, также услуга «Моя новая беседа со смыслом», где вы можете прийти, поделиться чем-то со мной, рассказать, либо просто получить какое-то наставничество, мою точку зрения, касается это Таро, либо вообще каких-то житейских, бытовых моментов, либо сделать расклад, либо просто пообщаться со мной в прямом эфире, тет-а-тет, так сказать, с камерой. В общем, вся необходимая информация есть по ссылке «Мои услуги», и там же в первом абзаце есть и ссылка на мой телеграм-канал, кому интересно. В телеграм-канале я даю чуть больше информации, и эта информация, она чуточку глубже, чем здесь на YouTube. То есть здесь я делаю просто расклады, а там очень много общения именно в контексте передачи информации, допустим, даже и вне Таро, к примеру. Но опять же таки, кому подойдет, исходя из того, что я вижу последнее время и из комментариев, видимо, моя информация подходит не всем, Кто-то воспринимает, конечно же, по-своему меня и трактовку карт, и интерпретацию, и для кого-то это слишком сложно, То есть, исходя из этого, я понимаю, что, еще люди не находятся со мной на одной волне развития, и поэтому информация, идет слишком сложно для них. Возможно, люди привыкли к чему-то более такому простому, с одной стороны, и с другой стороны, нету, может быть, еще наработанного навыка самостоятельно мыслить. Это тоже, кстати, такой полезный навык. Не мыслить шаблонами общепринятыми, а самостоятельно доходить до чего-то. В принципе, те, кому нужно, остаются на канале. И я вас благодарю за это, и благодарна вам. Так, время на подумать было предостаточно. Мы с вами приступаем. Позиция номер 1. Голубенький камешек. Без чего вы не представляете свою жизнь. Единички, без чего вы не представляете свою жизнь. Знаете, я бы сказала, без каких-либо размышлений. То есть, с одной стороны, аркан справедливости указывает, конечно же, на справедливую жизнь, но здесь не про справедливость. Здесь энергия такова, что как будто бы я не представляю свою жизнь без каких-либо размышлений, которые основаны на оценочной позиции. Безусловно, все мы мыслим оценками, категориями. Так устроен наш мозг, получение информации, обрабатывание и непосредственно по полочкам и по коробочкам все это раскладывать. Но вы не представляете свою жизнь без понимания причинно-следственных связей. То есть вы не можете представить свою жизнь без
Здесь именно интеллектуальные какие-то моменты идут, да, то есть без того, чтобы, допустим, понимать, в чем причина, в чем следствие, почему тот или иной человек поступил так, да, то есть вот рассуждение именно в таком смысле, не в контексте философии, а в контексте именно понимания, да, умения. Здесь даже не то, чтобы структурировать информацию, а эту информацию анализировать. Вот, я бы сказала так, что вы не представляете свою жизнь без анализа. Без анализа. Рыцарь жезлов. Конечно, вам все это очень интересно. Вы не представляете свою жизнь без движения, без флирта непосредственно с самой жизнью, да, вот этот совместный танец, танго вы танцуете именно с жизнью, то есть вот какая-то любознательность, да, интерес, движение, вовлеченность, взаимодействие с миром, может быть, даже не с людьми, а вот именно с энергиями этого мира. То есть вам сама жизнь как таковая, она интересна, то есть если мы говорим, без чего я не могу, ну, наверное, без самой жизни я бы сказала, что вы не можете. Еще без чего вы не представляете свою жизнь. Десятка пентаклей. Ну, для кого-то здесь семья, да, важна, для кого-то здесь важна семья, для кого-то здесь важен фундамент, возможно, для каких-то других людей здесь важна финансовая составляющая, но в контексте именно, знаете, вот изобилие и богатство, да, то есть не то, чтобы я гонюсь за материальными какими-то благами, да, а здесь все, речь идет о масштабах. То есть здесь неинтересно будет что-то, допустим, если вы зарабатываете какие-то деньги по мелочам, здесь неинтересно, здесь вот именно даже не сами деньги, если мы говорим, а именно то, как они приходят и уходят, да, как можно увеличивать, как можно влиять на материю, как можно реализовывать свои какие-то желания, как можно выстраивать базу. То есть здесь какое-то такое вот ощущение идет взаимодействие, опять же таки, с этим миром, да, то есть насколько я могу масштабироваться, да, где мои границы, насколько я могу эти границы переступать. То есть здесь с одной стороны, идет взаимодействие с материей, вот, ну, в контексте обыденной какой-то, да, рутины, там, пойти заработать деньги, что-то купить, но вот это как-то скучновато, все равно вам нужно нечто большее. Вам нужно то, чего нету, не знаю, у большинства людей, то есть не то чтобы нету, то, чем не интересуется большинство людей. То есть здесь десятка пентаклей, да, последний аркан в колоде Таро указывает на то, что, ну, в принципе, путь, да, он завершен, все, что необходимо было получить, да, понять, разобраться, да, вы к этому приходите. То есть вот здесь не то, что вы двигаетесь к какой-то конечной точке, но у вас есть некий такой ориентир, к чему бы вы хотели прийти, но даже если у вас будет такая возможность прийти, вы все равно откажетесь от этого, потому что вам важен сам путь, да, то есть вот куда-то я иду, к чему-то я стремлюсь, вот именно к познаниям. Еще без чего вы не представляете свою жизнь. Ну, разрушение башни, да. Опять-таки, пересмотр своей жизни, что-то убираем, от чего-то избавляемся, что-то очищаем. То есть вот, по сути, вы такой человек, знаете, с одной стороны, вот вы выстраиваете вот эту десятку пентаклей, фундамент какой-то, да, то есть вы стремитесь как-то все фундаментально выстроить для себя, да, если это какая-то система, чтобы она была понятная вам, чтобы она была известная. Вот такое ощущение, что вот только вы построили дом, да, увидели его, порадовались и продали сразу. Я не буду говорить о том, что разрушили, но вот как будто бы сразу продали. То есть вам не интересно жить в чем-то, например, в готовом доме, да, вот вам интересен сам процесс, как это устроено, да, что за этим стоит, потому что вот именно путь познания – это вот как раз-таки про вас. То есть процесс, о котором я здесь говорю, именно понимание себя. То есть вы стремитесь к чему-то большему, к чему-то высшему и более масштабному. Я не могу это облачить в слова, потому что это такие состояния, которые
ты проживаешь, но передать словами их сложно. То есть здесь сложно будет человеку сказать вообще, к чему ты стремишься. Потому что, опять же таки, не потому что он этого не знает, а потому что вот, ну, например, да, человек ответит, что я стремлюсь именно к слиянию с своим высшим я. И когда ты спрашиваешь человека, что такое высшее я, сложно объяснить словами, да. Он не знает, он не может подобрать подходящие слова, но это не говорит о том, что он не знает этого понятия. Он как будто бы ощущает, он понимает, но вот облачить слова он не знает. И поэтому вот этот вот путь, да, соприкосновения с чем-то таким возвышенным, но здесь не совсем про духовность, здесь именно в материи. То есть вам интересно понять, какую идеальную форму может получить материя. То есть вот это вот совершенство, но не там где-то на небесах, и не там где-то в духовности. А вот если, допустим, вы делаете какое-то украшение, хотите, чтобы оно было самое идеальное, вот из всех возможных вариантов. Да? Если вы в чем-то разбираетесь, вы хотите дойти вот прям до истины, насколько эта истина может быть вот идеальна, и понять, и познать ее. Да? То есть вот прям здесь вопросы совершенствования идут. Да, вот вам хочется все самое лучшее и понять и разобраться в этом. Ну и башня – это моменты очищения, да, бесконечные какие-то чистки, отбрасывание чего-то из ненужного из своей жизни. То есть вы такой человек, который строите, а потом рушите. Не потому, что вас не удовлетворяет то, что вы построили, а вы как будто бы задаетесь вопросом: окей, один раз я уже научился, а если у меня вероятность того, что я смогу и второй раз это построить. А если я буду строить это второй раз уже в более усовершенной модели, то что это получится? А в третий, а в пятый? Ну, то есть вам вот эти вот моменты интересны. Но я бы сказала, здесь вы не можете без развития. То есть если как-то это обозначить одним словом, да, вот именно развитие и познание этого мира. Что я сказала, вопрос именно... С одной стороны, здесь вот по аркану справедливости может идти отработка кармы, безусловно. И вот такое ощущение, что вы не смогли бы жить без каких-то уроков. Вот вам, с одной стороны, да, это может быть трудно, но с другой стороны, вот все равно вы находите в этом какой-то интерес. И последний аркан, без чего вы не представляете свою жизнь. Ну, шестерка мечей, вот она про это и указывает, да, то есть анализ, опять же таки, да, планирование и снова движение вперед. Но движение здесь вперед здесь нету карт интуиции, здесь нету карт потоковости, здесь есть карты конкретики, стратегии, планирования, изучения, анализа, то есть все, что задействует ваши интеллектуальные способности, вот вы хотите их развивать, чего бы это ни касалось. То есть по башне, например, разрушение каких-то иллюзий, разрушение искажений. То есть если вы к чему-то, до чего-то там докапываете, что-то ищете, что-то раскапываете, вы хотите понять информацию от первоисточника, без каких-либо искажений. То есть вот здесь все, что помогает использовать ваш интеллект и его совершенствовать. Здесь об этом. Как-то так странновато получилось, для меня, по крайней мере, да. То есть я почему-то представляла, что что-то такое конкретное будет, да, более материальное, но я представляю, карты говорят что-то другое. Так, вторая позиция. Без чего, двоечки, вы не представляете себе свою жизнь, да, без чего вы не представляете свою жизнь. Я не думаю, что будет так, как в первой позиции, что-то такое абстрактное. Хотим что-то конкретное. Покажите, без чего вы не представляете свою жизнь. Король мечей. Это что? Ага, и королева мечей. Ну, можно сказать, да, что здесь какая-то пара, да, то, не знаю, если это не ваша пара, то, возможно, это какие-то люди старше вас, и, возможно, вы такие достаточно умудренные жизнью, да, люди практичные, люди эрудированные, интеллектуально подкованные,
то могу представить, что если это вот прям пара, да, муж и жена, причем мужчина взрослее там, чем женщина, возможно, вы не представляете жизнь без них. Я не думаю, что это ваши родители. Возможно, это даже люди между собой не являются парой, но они являются значимыми, как наставники мне идут, что ли, как на учителя какие-то. Если это не другие люди, а это вы, то вы не представляете себя, например, без... В зависимости от того, кто вы, мужчина или женщина, да, то есть вот себя, я бы сказала так, без пары. Без пары человека, который бы очень был похож на вас. Ну-ка я уточню, здесь как-то так интересно, без чего вы не представляете свою жизнь. Тройка кубков, да? Как будто бы, может быть, здесь вы не представляете свою жизнь без какого-то праздника, легкости. И с другой стороны, необходимости видеть результаты своих плодов. Вот прям даже маленькие какие-то, да, вот если что-то вы сделали, вот как-то потрудились, вам очень хочется, чтобы была обратная связь, чтобы вы понимали, да, как и что. То есть какие-то вот ориентиры того, чего вы уже достигли. С одной стороны. С другой стороны, именно вот как будто празднование, да, вот что-то получила я такое маленькое, да, вот как хочется себя как-то поощрить, похвалить, порадоваться. Не представляете себя, наверное, без общения с какими-то людьми, которые вам близки. Не представляете, как вы, возможно, держите язык за зубами в контексте того, вот чего-то вы достигли. Да? То есть такой человек, который, когда радуется, он обязательно хочет поделиться этой радостью с кем-то. Вот вы не представляете, что будут какие-то люди, да, которые... не знаю, держит, например, дистанцию между вами, вот, и вы не можете поделиться с ними какой-то вот радостью. Возможно, не представляете, что могут быть люди как-то далеки от вас, да, либо какое-то расстояние между вами, то есть, может быть, человек, чтобы уехал. Здесь какие-то конкретные люди, с которыми у вас есть связь. Вот вы не представляете, что они будут как-то на расстоянии, да, и вы не сможете с ними общаться, вы не сможете с ними встречаться, вы не сможете, может быть, это ваши друзья, но только как-то вот друзья как будто бы, ну, не совсем в обычно принятый какой-то такой понятие, знаете, когда, ну, слишком близкий, здесь какая-то дружба, она такая, больше на единомышленников похожа, да, нежели на друзей, как мы привыкли понимать, да, вот каждодневное какое-то общение, переписка, там, не знаю, куда-то вместе сходить. Вот здесь как-то так, здесь как-то наставник и, ну, вот больше единомышленник, наставник, учитель. Вот вы как будто бы не представляете, что этого человека, либо этих людей не будет в вашей жизни. С другой стороны, вы не можете представить себя, я бы сказала, именно в состоянии баланса между разумом и эмоциями. То есть, знаете, таким человеком сдержанным, умеющим контролировать свои эмоции. Вот все равно такое вот ощущение, что границы – это вот как будто бы не совсем про вас. Вот вы не представляете себя не то чтобы без каких-то границ, а наоборот, когда вот эти вот границы есть, когда вот вас что-то сдерживает, когда вас что-то сажает в какие-то рамки, без чего еще вы не представляете, да, без движения. Без движения, без получения удовольствия от изучения, возможно, чего-то нового. Но здесь я не вижу какого-то углубления особого, да, хотя, в принципе, разумность у вас присутствует. Но вот здесь вот больше как-то вот, не знаю, как-то по верхам и все, потому что, ну, и все вам интересно. Вот, но движение здесь, опять же таки, движение вот в контексте развития, но не такого развития, как по первой позиции, там слишком высоко и слишком, как говорится, масштабно и далеко. Вот здесь как-то
знаете, человек, который вышел в поле, и он радуется каждому цветочку. И все цветы цветут полевые, они абсолютно разные. И вот вы бегаете от одного цветочка к другому, да, там, и этот сорвете, чтобы сплести венок, потому что вот вам нравится. Вот здесь какой-то такой, знаете, свободолюбивый дух, который не представляет свою жизнь без движения, без какой-либо активности. Вот вы даже в бытовой жизни, вы не можете, вы как пчелка. Вот вы как пчелка, да, устаете, конечно же, но с другой стороны, вот, не знаю, вот вы все время чем-то заняты, да, вот что-то вам нужно сделать, пускай даже как-то вот по мелочам, ну вот какая-то такая труженица, да, здесь энергия такая игривая и именно, не знаю, как пчелка, как пчелка. Красивый такой образ. Хорошо, еще без чего вы не представляете свою жизнь? Ну, конечно же, без целительства любого формата, да, то есть без помощи другим людям. То есть вы не представляете, как можно там, пройти мимо трудностей, боли другого человека. И это здесь вопрос, знаете как, не в том, что обычно говорят спасатель, а это ваша природа. Вы не делаете это ради того, чтобы кому-то там угодить. Да? Здесь такое ощущение, что вот не помочь кому-то я не могу. Ощущение того, что здесь какие-то прирожденные медики, да, причем не врачи, а именно медперсонал, то есть там медсестры, там, акушеры, фельдшеры, ну вот такое, то есть, ну, здесь не врачи, я не исключаю, но вот в большей степени мне идут как, знаете, как во время войны кричали военные, да, сестричка, сестричка, и там сестричка, может, ей там 19-18 лет, такая молоденькая. Вот здесь какая-то такая, знаете, открытая, добрая душа, и вы не представляете свою жизнь вот без того, чтобы оказать какую-то помощь. Здесь есть суета присутствует, поэтому я и сказала, что пчелки, которые вот с одной стороны труженицы, а с другой стороны очень много суеты. Но эта суета не связана с тем, что вам не нравится ваша реальность, и вы убегаете от нее. Нет. Здесь эта суета, она какая-то приятная, это как будто бы часть вашей жизни. Вот вы тот как раз-таки человек, который типаж людей, которые говорят, вот если я сяду, то все, я умру. Потому что вот для вас именно движение – это жизнь. И даже если вы не взаимодействуете с людьми, вы все равно найдете с кем повзаимодействовать. Это будут цветочки, это будут животные, это будут букашки, это будут облака, с которыми вы разговариваете, это будут деревья, с которыми вы обнимаетесь. Там, я не знаю, посуду моете, вот прям такое ощущение, что вы очень много разговариваете. Но разговоры, они такие легкие, да, поверхностные, то есть без углубления, размышлений и все такое. Это не совсем ваше. Но здесь не говорит о том, что вы, там, я не знаю, глупые, либо легкомысленные, либо наивные, доверчивые, да. Но вы, вот знаете, вот даже если вас когда-то обманывают, вы все равно это понимаете. Да, это неприятно, это больно, но, не знаю, такое ощущение, что вы все равно допускаете это, потому что вот как-то не делать этого вы не можете. Вы не можете быть недоверчивыми людьми, вот все равно как-то продолжаете, вот сколько бы боли вам не причиняли, да, вы, не знаю, то ли вы эту боль как-то через себя пропускаете и тем самым как бы очищая эту энергию, да, вы даете снова в мир, как некий такой фильтр. Но здесь вот такое ощущение, знаете, как люди говорят, если вас спрашивают, вот тебя эти слова не задели, тебе не больно, вы говорите, да, больно, неприятно, ну ладно, все, пройдет, ничего страшного, да, пойдем и дальше. Вот здесь какая-то такая энергия, да, осадочек у вас остается, но вот все равно вы как-то, не знаю, вот светлячки, вот именно в душе светлячки, у вас душа светлая, и вы не представляете себе жизнь без того, чтобы вот кому-то как-то помочь, быть полезным, быть нужным. Вот. То есть здесь не совсем даже про спасательство, как я сказала ранее, а именно о помощи. Вот у вас жизненная какая-то такая потребность быть нужным кому-то, в чем-то, не знаю, какой-то букашке, но все равно вот быть нужны.
Вы как будто бы созданы для того, чтобы быть помощниками. Наверное, поэтому я и увидела, что вы как медсестра, а не врачи, потому что вы... Ну, вы хорошие помощники, да, вот если на наемной работе, то вы прекрасные исполнители. Вы не совсем про руководство здесь, да, в большей степени про исполнителей. Еще без чего вы не представляете свою жизнь. Звезда, конечно. Куда же двоечки, да? Не представляете свою жизнь без мечты, да, без мечты, без идеализации, без надежды. То есть даже в самые темные времена своей жизни, даже когда, если вдруг у кого-то есть, не знаю, какое-то такое апатичное, депрессивное состояние, вы все равно не перестаете верить во что-то, да, либо верить в кого-то. Вот ваша вера, она действительно умирает последнее вместе с вашим последним выдохом, да, то есть вот пока я живу, я все равно мечтаю. Вот здесь есть эта детская такая энергия, вот ваш внутренний ребенок, он все равно мечтает. Где-то в чем-то он наивный, где-то в чем-то он глупый, но вот вы как будто позволяете этому быть, да. Еще раз скажу, вы не глупы, далеко не глупы. Вот. Но если вдруг что-то такое происходит, когда другой человек может посчитать вас ниже своего интеллектуального уровня, да, это лишь потому, что вы ему это позволяете. Вот. Но без чего вы не можете? Вы не можете не идти по зову своей души. Вот сколько раз вы не пробовали, да, но не получается. То есть, вот, возможно, в каких-то моментах вы прислушиваетесь. Здесь интересный момент. Вот вроде бы сказать, что у вас такой сложенный внутренний стержень, какая-то внутренняя опора характера, что вот вы прям вот такие кремень. Нет, вы достаточно мягкие, достаточно гибкие, пластичные в своем характере. Вот. Но вот эта вот черта характера, она у вас все равно остается. Вы не перестаете, вот что бы ни было, да, мечтать. Здесь такое ощущение, что вот это как будто жизненно вам необходимо. Вы как будто бы восстанавливаете через мечты, через фантазии, через какие-то представления о жизни, создание какого-то вот идеального мира хотя бы в своей голове. Вот с одной стороны, это какой-то защитный механизм вашей психики, вот, а с другой стороны, вы, не знаю, вот как-то реализовываете в своих мечтах, фантазиях, да, тот потенциал, который вы не можете полностью реализовать в реальном мире. И вот идти по зову, да, как я сказала в самом начале, идти по зову своей души, это вот самое идеальное для вас. То есть, с одной стороны, да, вы можете прислушиваться, с чего я начинала про стержень, вы можете прислушиваться к мнению других людей, которые вам говорят, это не твое, там, либо еще что-то. Но в конечном итоге, знаете, здесь как будто бы как какой-то накопительный опыт идет, да, вы можете ошибаться, и в конечном итоге понять, что надо слушать себя. Вот что вот говорит мое сердце, потому что вы неоднократно убеждаете, что вот это правильный путь, вот это верный. Почему вы наступаете себе на горло и идете на поводу у мнения других людей? Я бы сказала, что это не связано с вашей недальновидностью, потому что оно у вас присутствует. А скорее всего, это какой-то необходимый житейский путь, который вы должны пройти для получения и опыта, и обогащения его. То есть здесь вот как будто бы другого пути не может быть. И это правильно. Поэтому, если вдруг иногда вы огорчаетесь и говорите себе, ну блин, ну я же знала, ну почему я так не делала? Не стоит огорчаться, потому что по-другому вы бы все равно не смогли сделать. То есть даже если бы вы прислушивались к своему внутреннему вот этому зову, да, к своей душе, вы бы все равно метались потом между тем, что вот хочет ваша душа, и тем, что говорит вам ваша логика, ваш ум. Потому что это путь, вот он все равно вам нужен. Так, ну и последний аркан, без чего вы не представляете свою жизнь, ну, аркан силы, да.
С одной стороны, я могу сказать, что, ну вот вы донор по своей природе, вы не представляете свою жизнь без задачи. Да? Вот у вас это настолько естественно и гармонично идет, что, знаете, иногда, когда, может быть, вы слушаете других спикеров, которые говорят о том, что вот ты жертва, либо там, я не знаю, тобой манипулирует, управляет, у меня все равно возникает здесь такое ощущение, что вы это знаете, но вот как будто бы, знаете, вот ваша природа, как любой птицы, да, которая любит полет и свободу, но она не может ходить, не то что птицы не умеют по земле там прыгать, либо как-то шагать по земле, но их природа летать. Вот точно так же и у вас. Ваша природа быть донором, ваша природа вот, не знаю, жить, наслаждаться этой жизнью, транслировать это, светить людям, дарить добро, дарить какую-то поддержку, отдавать этому миру. И вот против этой природы, вот что бы вы ни делали, какую бы логику вы ни включали, сколько бы боли у вас не было на вашем пути, вы не пойдете, вы не сможете. Это что-то, нечто такое намного большее внутри вас, что как бы вы ее не пинали куда-то, не толкали внутри себя глубоко, не получится. Это ваша такая природа. И с другой стороны, параллельно для своего пути развития, вот вы как будто бы без страхов тоже не можете. То есть у меня такое ощущение здесь, что вот если бы вы достигли такого достаточно высокого уровня развития и прошли бы и проработали вот все свои страхи, которые у вас есть, да, все свои убеждения, которые вызывают вот эти вот страхи, вы бы все равно что-то придумали, чего-то бояться. Пускай это было бы какое-то придуманное, надуманное, да, вами выбранное, но все равно вот как будто бы здесь страхи, они придают какую-то перчинку вашей жизни, да. То есть есть соль, а есть перчинка. Вот здесь какая-то вот такая перчинка, что вот как будто бы вот без страха вам бы жизнь была как-то, не совсем вкусная, что ли, не совсем интересная. То есть здесь страхи у вас могут быть как мотивирующие, подталкивающие вас к чему-то, так и наоборот, страхи, от которых вы убегаете, это также помогает вам двигаться по жизни. То есть вот здесь такое ощущение, что вот без страхов, да, без страха вы не смогли бы жить. Ну и, конечно же, без любви, да, двойка кубков, без гармонии, без баланса. Вот если мы говорим одним словом, в чем ваша природа, вот ваша природа как раз-таки это любовь. Вы созданы для любви, вы созданы... И здесь, знаете, еще так интересно, если кто-то иногда страдает, например, по этой позиции, по поводу того, что есть неразделенная любовь, либо не могу встретить своей любви, то есть нету ощущения целостности, да, то здесь как будто бы урок в этом и заключается, что задача не в том, чтобы найти эту любовь в партнере, либо когда вы в паре, а именно акцент здесь делается на то, чтобы вы заметили, насколько вы можете любить, да, то есть вот любовь, она внутри вас, не, как это сказать, это вы ее ощущаете, да, а она не появляется тогда, когда появляется в вашей жизни человек, и вы это знаете лучше других. Она появляется у вас просто даже утром, когда вы, там, я не знаю, курите и пьете кофе, да, либо чай, и смотрите куда-то там вдаль и наполняетесь. И вот вы ощущаете эту любовь, потому что вы ею являете. Ваша задача любить. И здесь, опять же таки, вопрос привязанностей, да, человеческих, когда люди привязанность к другому человеку воспринимают как любовь, на самом деле любовь, она дарит свободу. То есть ты, наоборот, не хочешь привязываться к другому человеку, когда ты его любишь. То есть когда вы любите, например, свободу, когда вы любите вот это вот ощущение полета, вы просто им наслаждаетесь. То есть вы его пропускаете через себя. Это те состояния, в которых вы живете, которые вы ощущаете, и вам хорошо, вы не хотите как-то вот привязываться к этому состоянию, там, не знаю, свободы, за него держусь. Вот точно так же и с людьми. И у вас это есть, это где-то вот, не знаю, бессознательное это ощущение. Конечно, как люди, вот вы это еще не совсем
понимаете, как это объяснить? Эта любовь, она есть внутри вас, да, но иногда вы ее как-то путаете, и вам кажется, что вот не хочется кому-то отдавать эту любовь. На самом деле это уже немножечко искаженное понимание, потому что когда вот вы по-настоящему любите, а у вас были такие моменты, когда вы ощущаете вот это вот блаженство, единение со всеми, да, вот вы 100% с природой, неважно с чем, когда вы чувствуете, что есть единое сознание, и вот вы прям это доводит до состояния в некоторой степени экстаза, да, и вот вы чувствуете, что в этот момент я люблю. И это не имеет отношения к какому-то конкретному человеку. Но когда вы хотите заново прожить вот как-то осознанно это состояние, оно у вас проходит спонтанно. Но когда оно у вас осознанно, у вас появляется желание, вот я хочу осознанно это ощутить, вы его искажаете, вам кажется, что вот другой человек может вам дать. А задача, вот, а вам наоборот не дают другого человека, либо кому, да, конкретно какого-то человека, кому вы можете напитать этой любовью, да, чтобы вы осознали, что эта любовь есть внутри вас, и для этого вам не нужен другой человек. Не потому, что вам не хотят дать другого человека, здесь немножко другой урок у вас. Вот, это была вторая позиция. Ну, классно, здорово, мне понравилось. Не знаю, двоечки, напишите, вам понравилось? Без чего вы не можете? Ну, без любви здесь 100%. Так, позиция номер 3. Так, троечки мне теперь интересно, без чего же не могут троечки? Раньше я говорила, наверное, без материи, без работы, без денег. А сейчас, в последнее время, когда у вас меняется энергия, мне же самой любопытно, что карты покажут. Что-нибудь такое удивительное. Ну-ка, удивите меня, тройки. Без чего вы не представляете свою жизнь. Так, удивили. Девятка мечей. Не знаю. Трудности здесь какие-то, сложности. Сложности, череда каких-то неудач, которые вызывают у вас сильное эмоциональное переживание, напряжение. Какие-то грустные, негативные мысли. То ли касательно какого-то одного конкретного человека, вы о нем думаете, да, как-то вот переживаете, тревожитесь. Не знаю, у меня такое ощущение, что это вот как будто бы ваш папа какой-то, либо ваш дядя. Может быть, здесь что-то с этим человеком происходит, и, ну, не знаю, может быть, человек болен, да, вот здесь какие-то переживания, либо у него какие-то трудности. И вот здесь такое ощущение, что вы как будто бы переживаете за этого человека и не представляете свою жизнь без этого человека. Но здесь не в контексте привязанности, здесь не то, как мы привыкли говорить, там, любовь между людьми, да. Здесь такое ощущение, что вот как-то пошла у меня такая энергия смерти. То есть вы как будто бы... Вот с одной стороны, да, вы как будто бы смерть принимаете, да, как естественный процесс чего-то завершения и начинания чего-то нового. Поскольку смерть, она всегда вокруг нас, да, то есть каждый день мы что-то заканчиваем и что-то начинаем, да, то есть какие-то вот переходные такие этапы. И здесь хочется сказать, что вот как будто бы вы смирились с одной стороны со смертью, смирились, познакомились, особенно если вы в практике, да. А вот с другой стороны здесь то ли касательно какого-то конкретного человека вашего, вот здесь вы это принять не можете. Что это за человек? Здесь как будто бы очень важный человек, король Пентаклей. Этот человек, он имеет какую-то ценность в вашей жизни. Опять же таки, знаете, если, например, это ваш друг, то друг, с которым вы прошли, там, я не знаю, огонь и воду и медные трубы. Если здесь какой-то родственник, то это тот человек, который вас опекал, тот человек, который о вас заботился. Это здесь какая-то идет, знаете, такая связь стабильная. Вы, может, и не видитесь каждый день, может быть, даже долгое время не виделись. Но ощущение здесь какой-то вот фундаментальной связи, какой-то долгосрочной. И этот человек, он
Знаете, вот мы говорим иногда про людей, с которыми мы расстаемся, которых мы по-настоящему любим. И мы говорим о том, что, ну окей, не со мной, неважно, где бы ты ни был, главное, чтобы ты был счастлив, здоров и счастлив. Такие вещи обычно мы говорим, я не знаю, ну, своим детям. Ну, либо если достаточно высокий уровень осознанности, да, то мы можем говорить такие вещи партнерам, с которыми мы расстались. Да, то есть слова благодарности за прожитый опыт, да, но это вот как будто бы очень много лет связь. Вот, и уровень осознанности здесь должен быть высокий. Но здесь что-то такое, этот человек имеет какую-то особую ценность, именно ценность времени, ценность опыта. Может быть, вы какие-то обязательства с этим человеком разделяли. Может быть, если, допустим, мужчина, да, смотрит с этим человеком, вы, не знаю, служили, вот, и были в горячих точках, там, не знаю, например, там, в МЧС работали, вы с этим человеком прошли, ну, вот, большой такой путь, да, вот здесь какой-то такой человек, даже и не обязательно это будет мужчина, не столь важна характеристика здесь человека по своей натуре лидера, а с другой стороны здесь какой-то, вот, знаете, человек, который, не знаю, все время о вас заботился, то есть, ну, обычно бывает в спорте какой-нибудь там капитан команды, да, который вот о всех должен подумать, о всех беспокоиться, вот что-то организовать, чтобы всем всего хватало, чтобы всем было комфортно. Такая, знаете, вот мамка-наседка, курица-наседка, а здесь мамка-наседка какая-то такая. Но при этом человек, знаете, с таким внутренним стержнем, с лидерскими качествами, умеющий брать на себя ответственность, храбрый, такой мужественный, очень позитивный, огненный, яркий. Человек, которого, ну, невозможно забыть, он всегда оставляет какой-то яркий след в жизни других людей. И вот здесь идут какие-то переживания по поводу этого человека и ощущение того, что вот вы как будто бы вот без этого человека не можете прожить. И здесь не в контексте того, что там, я не знаю, он умрет или не умрет, здесь не об этом речь, а здесь идет речь о том, что не знаю, вот какая-то важность есть этого человека. Почему вы беспокоитесь за него, я тоже не могу понять. Но, может быть, да, вопросы, конечно, здоровья у этого человека, хотя здесь есть какие-то другие моменты. Вот почему-то здесь вы думаете, может быть, делали пересмотр своей жизни. Бывают такие моменты, да, в жизни человека, когда ты оглядываешься назад на свою жизнь. И вот мы обычно говорим, вот если бы в моей жизни не было вот этого вот яркого пятна, да, вот этого яркого человека, моя жизнь была бы бессмысленна. Вот здесь какие-то такие мысли идут по поводу этого человека, но, возможно, у него сейчас какие-то трудности, потому что девятка мечей, она указывает на переживания, на волнение, тревогу, на мыслительные какие-то процессы негативного порядка, которые происходят у человека. Возможно, какое-то чувство вины, что, может быть, человеку нужна помощь, а именно в этот момент вы ему не можете помочь, и вы чувствуете себя дискомфортно. То есть, может быть, кто-то чувствует себя даже и предателем, что, допустим, этот человек столько раз помогал мне, столько раз протягивал руку помощи, а сейчас, когда ему нужно, я не могу. Ну, обстоятельства, не знаю, может быть, нету ресурсов. Причины абсолютно разные, и вы чувствуете себя вот как будто бы, я не знаю, под лицом, что ли, вот как предателем. Не потому что так оно есть, а потому что вы не можете быть полезным этому человеку именно сейчас. Причем здесь такой человек, который очень редко о чем-то просит. А сейчас, видимо, он попросил, а вы не смогли ему помочь. И вот вы переживаете за этот счет. Как-то так интересно. Но вообще здесь энергия такая, смерти и жизни, она проходит. Вот прям красной нитью. Хорошо, еще без чего вы не представляете свою жизнь. Королева кубков без удовольствия, без наслаждения, без, не знаю, каких-то ласок, касаний. И это не имеет отношения к полу, да, то есть есть и мужчины, которые очень ласковые, очень нежные, любят объятия, да, то есть могут, возможно, даже и не выражать свои чувства, да, словами, но именно телесные прикосновения, да, объятия, вот внимание какое-то такое, да, там, поцелуй, очень важны. Вот вы не представляете, как без каких-то наслаждений, именно чувственного такого аспекта,
либо как не проживать какие-то глубокие состояния. Причем глубокие состояния, если, допустим, вы практик, такие состояния, не знаю, как озарения какие-то, да, такие вот прям очень глубокие. Сложно их описать. Возможно, знаете, когда есть такое ощущение, что вы переполнены силой, и это вот прям внутри вас, и вы это ощущаете. И вот такое ощущение, что вот здесь человек как будто без каких-то состояний не может жить. Ну, если мы говорим, допустим, про зависимости, да, здесь вот прям видоизмененное состояние, человек не может без этого видоизмененного состояния. Там может быть, не знаю, какое-то легкое опьянение, либо еще что-то, да, там, психоделики какие-то. Такое ощущение, что вот человек как будто вот без этого состояния не может. Здесь не про зависимость, а здесь про то, что, возможно, например, я не могу уснуть, если не приму какие-нибудь снотворные. Является ли снотворное видоизмененным вот этим состоянием, да, неким таким психоделиком? Как для меня, да. Я, конечно, не медик, но не знаю, может быть, с медицинской точки зрения нет, но вот для меня как будто бы да. И вот здесь вот такое ощущение, что человек как будто бы, ну, как вариант, не может уснуть без снотворного, либо человек как-то вот не может успокоиться без каких-либо обезболивающих, да, то есть то, что меняет его состояние сознания. Вот здесь такое тоже может быть. То есть лекарственные какие-то препараты. Вот. Ну и либо без любви, да, вот как ни странно, да, сказала, удивили меня тройки, да, я не могу без любви. То есть если бы мне говорили двойки, да, я бы сказала, ну окей, это вот ваша природа. Тройки, да, здесь как-то вот без любви, без ласки. Интересно. Хорошо, еще без чего вы тут не представляете свою жизнь? Без развития, без расширения, без движения, построения каких-то планов. Но если это, например, касается профессиональной сферы, да, то, может быть, кто-то, если имеет отношение к продажам, не представляет свою жизнь без того, что вот как-то, как не заключать сделки, да, либо как не общаться с людьми, как не договариваться, да, как не коммуницировать, там, планирование, возможно, какие-то планерки, там, мозговой штурм, когда люди собираются, что-то обсуждают. Вот здесь такое ощущение, что вот именно какая-то коммуникация с людьми, вы не представляете свою жизнь без этого, потому что не то, чтобы здесь вам нравится, а это вот как будто бы, не знаю, как часть вашей жизни. Вы даже иногда можете говорить о том, что, блин, мне эта работа не нравится, она слишком стрессовая, она слишком напряженная. Но вот такое ощущение, что если бы вам сказали поменяй на что-то другое, вы бы очень сильно удивились, почему вам вообще сказали об этом. Почему вам сделали вообще такое предложение. Так, без чего еще вы не представляете свою жизнь? Без каких-либо перемен. Перемены, которые после долгих размышлений, возможно, либо после того, как вы приняли какое-то решение, да, либо если это был какой-то конфликт, например, какая-то ссора, либо когда выяснилось что-то, прояснилось, что в конечном итоге вы не чувствуете себя на коне. Да? То есть вот вам важно, чтобы вот послевкусие чего-то такого резкого, холодного, может быть, даже воинственного и болезненного, что в конечном итоге, да, вы чувствовали себя «я молодец», вот я справился. Вот для вас вот это вот внутренняя ваша похвала, одобрение и признание самого себя, она вам важна. Вот вы не можете без признания, например, если это какая-то даже перепалка словесная, либо даже полемика, вот все равно ощущение того, что я молодец. Даже здесь не то, чтобы переубедить, например, вашего оппонента, да, либо доказать свою правоту, привести убеждения всевозможные, которые, ну, неоспоримые какие-то факты, да, которые вот подтвердят вашу и укрепят вашу точку зрения. А здесь даже не в этом смысл, а смысл в том, что вот
я молодец, я справился, у меня получилось. Даже это может быть, знаете, вот какая-то беседа, и вы находите правильное слово какое-то, да, либо какое-нибудь умное слово, и у вас вот это вот ощущение того, что, блин, я горжусь собой. Вот здесь вот эта вот энергия, да, гордости за себя, она вам важна. И если есть, конечно, признание других людей, это окей, это хорошо, но вы слишком требовательны сами к себе, поэтому вам важно самим, чтобы вы гордились. Особенно если это вот вы приняли какое-то очень кардинальное, резкое движение, решение. Вот вы там, не знаю, думали, и вот вы наконец-таки решились. И вопрос здесь не в том, что вы решились, а вопрос в том, что вы почувствовали вот это вот внутреннее удовольствие от того, что наконец-таки все разрешилось, наконец-таки я приняла решение. Наконец-таки я двигаюсь вперед. Я горжусь собой. Вот это очень-очень важно. Здесь человек с самолюбием, с амбициями, ну, конечно же, со слабостями со своими, но вот, знаете, чувство достоинства, оно у вас присутствует. Вот не дай бог вашу гордыню здесь кто-то заденет. Вот здесь это разрешается делать только детям. И особенно если вы мужчина, то если у вас есть маленькая дочка, да, вот она может с вами делать все, что угодно. Знаете, вот как в роликах показывают в соцсетях, да, такой грозный, большой, мускулинный папа, накачанный по 2 метра, сидит, значит, его маленькая дочка там лет 5 красит, всякие резиночки на волосы ему, значит, цепляет приколочки, заколочки, и такая, знаете, длинная викинская борода. Вот, и это очень забавно выглядит. Ну, то есть для своих любимых, для своих близких, тех, кого вы впускаете в свое пространство, вы из льва можете превратиться в такую белую, мягкую, пушистую овечку, да, то есть разрешая. Но если вдруг это кто-то посторонний, то вы будете отстаивать вот свой вот этот вот прайд, свою вот эту стаю, да, как лев. Еще без чего вы не представляете свою жизнь, без каких-либо ограничений во имя чего-то. То есть без каких-либо лишений, когда я самостоятельно, добровольно себя ограничиваю ради чего-то. То есть это может быть ради семьи, потому что здесь ценность семьи, она очень велика. Да, то есть если это мои дети, и неважно, что им там по 150 лет, это мое. Вот вы собственники, это мое. Никто не посмеет посягаться на мое. Вот. Особенно если это мама и смотрит на своего сына. Не дай бог, невестка будет посягаться на моего сына. Вот. Я буду прямо отстаивать, бороться. Здесь такой вот интересный момент. Не за девочек почему-то, а именно за мальчиков. Но в любом случае вы тот человек, который не представляет, как можно жить без каких-либо ограничений, аскез. Вот вы очень часто берете разные там аскезы. Это как будто бы вот подстегивает ваш дух, да, здесь энергии такие вот, как у шаолинских мастеров, да, боевого искусства, когда они там, я не знаю, по много часов стоят в одной позе, там, купаются в холодной проруби, в холодной воде, ну, то есть, знаете, все, что связано с закалкой духа, чтобы человек не расслаблялся, да, чтобы им не управляли его инстинкты, да, то есть здесь человек как будто бы обучается управлять своей природой, да, то есть включать разумность, не идти на поводу у своих чувств, но здесь чувства не в контексте, там, не знаю, любви или еще что-то, а чувство того, что а давай мы что-нибудь съедим. Нет, здесь такие вот прям дисциплинированные люди, да, то есть я не позволяю, это нельзя, этого, ну, допустим, если есть, вот то, что я сказала, да, про болезни здесь, какие-нибудь головные боли, либо вообще какие-то боли в теле, вот, то вы будете доводить себя вот прям до изнеможения до тех пор, пока вот боль полностью вами не овладеет, то есть вы будете терпеть. Вот здесь вот терпение, да, не потому что вы терпела, а вот именно терпение, ну, как будто бы закаляет ваш дух. Вот здесь такие люди.
как-то вот вы закаляетесь. Я не могу понять, с чем это связано. Может быть, вы осознанно себя как-то закаляете, там, контрастные души, либо там просыпаетесь в 5 утра, либо... Ну вот здесь дисциплина, она проходит. И это не случайно, это не самобичевание, а это вот как раз-таки путь осознанности, да, понимания того, что плоть – это плоть, но плотью нужно управлять. Либо, если она будет управлять вами, это ни к чему хорошему не приведет. Да? То есть сознание, разумность, она... То есть благоразумие, оно необходимо на пути познания себя и развития себя. Поэтому вы здесь учитесь управлять своей плотью, своими желаниями, своими хотелками. Здесь вот какой-то минимализм проходит у людей, может быть, и как стиль вам нравится, да, то есть без каких-либо излишеств. То есть для вас это очень-очень важно. Так, вот такой был расклад сегодня у меня. Это 3-я позиция. Пишите свои комментарии, мне будет интересно посмотреть. Если у вас есть желание и вам нравятся какие-то из моих раскладов, да, вы можете ими делиться. Ну, хотя, мне кажется, это логично, когда человеку что-то нравится, но, опять же таки, логично это в моем восприятии, да, потому что, как говорится, по себе людей не судят, и это правильное выражение, потому что каждый человек, ну, он мыслит по-своему, это отдельная вселенная. Голова каждого человека – это действительно отдельная вселенная. Мы даже не представляем, что там может происходить, о чем люди могут думать, что могут представлять и творить в своей голове. Вот, поэтому то, что является для одного человека нормой и естественно, для кого-то другого это может быть открытие и удивление. Поэтому если вдруг вы захотите поделиться каким-то моим роликом, я вам буду признательна. Чем больше людей встанут на путь действительно познание себя, именно познание себя, не путь изучения какого-то внешнего мира, да, там что-то делать вовне, а именно понимать себя, понимать свои эмоции, понимать свои мысли, понимать те процессы, которые происходят внутри нас, узнавать свое тело, узнавать свой организм. Вот это вот путь самопознания. То есть если наш взор будет в большей степени направлен внутрь нас, не в контексте эгоизма, а в контексте именно узнавания, знакомства с самим собой, что происходит внутри меня, кто я внутри себя, да, почему это мной управляет, либо что управляет мной. Вот в таком формате, да, вот это и есть путь познания себя, и он приводит к развитию. Не чтение какой-то литературы во внешнем мире, да, не там какие-то практики во внешнем мире. Это все следствие, первично это все то, что происходит внутри вас. Почему? Потому что Солнце, оно внутри вас, и все планеты вращаются в Солнечной системе вокруг Солнца. Вот точно так же все, что происходит внутри вас, вращается внутри вашего внутреннего Солнца. И вот это вот Солнце вам нужно узнать, которое есть внутри вас. Так, на этом все. Напомню, что вышел анонс на блиц-консультации выходных, да, 6 и 7 числа у нас будут блицы. Темы, значит, следующие. Что вам мешает сделать рывок вперед? И какие свои силы вы используете, а какие нет? Вот такие 2 вопроса я предлагаю для блицев на эти выходные. Кому интересно, заходите в раздел «Сообщество» на главной странице здесь YouTube канала, именно на главной странице, то есть под роликом вы как-то не сможете найти. Главная страница – это если под роликом нажмете на мое название канала, да, либо на мою фотографию, вас перебрасывает на главную страницу канала. Там в разделе «Сообщество», в главах найдете главы, нажимаете на «Сообщество» и будет анонс. Вот в этом анонсе вы сможете прочитать, что нужно сделать, чтобы записаться на блиц-консультацию. Ну, либо аналогичный анонс я выкладываю каждую неделю в Телеграм-канале. Поэтому, кто подписан в Телеграм-канале, там никуда нажимать не надо. Это вот в главной ленте у вас это выйдет, и вы это увидите и сможете со мной связаться. Жду вас, приходите. А всем остальным пожелаю, как обычно, прекрасных выходных. Жизнь продолжается, главное, умейте ее жить и цените свое время, цените людей, которые действительно помогают вам стать лучше, светлее,
благодарите, не оставляйте на потом все то, что можно сделать сейчас, и не оставляйте на потом все те слова, которые вы хотели бы сказать людям в контексте благодарности, в контексте любви, потому что этого момента потом может и не наступить. А вот как-то на такой ноте я и завершаю. Всем пока-пока.